Что такое Homeworld? Это культовая в нешироких кругах дилогия РТС про масштабные космические конфронтации, детально смоделированных корабликов с трехмерным маневрированием и про атмосферный дюноподобный лор. Вышла в начале 2000-х и с тех пор скорее подавала признаки жизни, чем действительно была жива. Но 20 лет спустя мы получили третью номерную игру в серии. Кто сделал Homeworld 3? Студия Blackbird Interactive. Чем она знаменита? Недавно выпустила Hard Space Shipbreaker. Отличную самобытную игру, во многом отдающую духом Homeworld. Чуть ранее соорудила Homeworld Deserts of Karak. Не очень космическую РТС, действие которой происходит в мире Homeworld, потому что это приквел основной серии. А главное, основана студия выходцами из Relic, ответственными за первые две части Homeworld. Казалось бы, что может пойти не так? Давайте разбираться. Вы смотрите stopgame.ru, меня зовут Иван Лоев, двигатели на старт. И давайте сразу с важного. Если вы любите серию Homeworld, о существовании третьей части лучше забыть, невзирая на тот факт, что ответственные за игру люди вроде как сами являются ценителями первоисточника, потому что прежними здесь остались только две вещи. Космическая охрененность дизайнов кораблей и окружения. Если воспринимать Homeworld 3 чисто как генератор скриншотов для космообоев, она хороша. Тут прям много не просто красивого космоса, а красивых каких-то развалин на фоне этого самого космоса, так что пейзажи получаются весьма недурственные. Если скачать ОСТ и иногда под настроение врубать его с музыкой из первых двух частей, чтобы помедитировать, успокоиться, почувствовать сопричастность со вселенной, это все еще охренительно. Но как только касаешься всего остального, начинается просто беда. Смотрите, чем была знаменита серия Homeworld 20 лет назад, даже больше, когда она дебютировала? В первую очередь тем, что это РТС, действие, которое происходит в открытом космосе. Полная трехмерная свобода. И это позволяет кораблям иметь реальный, а не условный масштаб, потому что маленькие истребители буквально вылетают из отсеков, где их производят, и поэтому в сравнении с гигантским мазершипом они кажутся крохотными. И тем не менее, у них есть модельки, к ним можно приблизиться и их разглядеть. При этом полем боя служит протяженное трехмерное пространство, где можно маневрировать не только вправо-влево, вперед и назад, но еще и вверх и вниз, что дополнительно усиляет ощущение гигантизма всего происходящего. В третьей части все это осталось. Как и раньше, перед нами полуклассическая РТС, в том смысле, что в распоряжении игрока имеется один флагманский корабль «Швейцарский нож», выполняющий сразу все задачи основных построек из классических РТС. Во-первых, его надо беречь как зеницу ока, потому что второго такого нет и нельзя построить. Во-вторых, здесь изучаются новые технологии. И в-третьих, здесь строятся новые корабли. Не боевые рабочие, которые ковыряют ресурсы, юркие истребители и корветы, разнофасонные фрегаты и убийственные эсминцы, которые в свою очередь и занимаются раздачей люлей вражеским посудинам. По-прежнему юниты умеют летать по всем трем осям, по-прежнему у них соблюдаются относительные масштабы, но большой космический простор поменяли на сравнительно тесные локации рядом с кусками какого-нибудь макроскопического космического мусора. Развалин древних цивилизаций там, что-нибудь подобного. И это, с одной стороны, впечатляющее зрелище, но с другой появляется эффект того, что твой главный корабль, он песчинка на фоне вот этого всего, что было построено когда-то непонятно когда. И из-за этого видимость отдельных небольших кораблей снизилась почти до нуля. И пришлось создателям вводить режим, где маленькие кораблики на большом удалении
рисуются в неправильном масштабе, чтобы быть заметнее. В каком-то смысле показательно и даже иронично, что авторы умудрились напортачить даже с камерой. В оригинальной дилогии она была не самым удобным, но вполне рабочим инструментом. В триквеле же у нас есть новомодная система управления, когда камера двигается как будто бы от первого лица, что для стратегии трындец как неудобно. Либо есть управление по старинке, только оно выходит не как по старинке, и для того, чтобы сделать удобно, приходится заниматься классическим ПК-геймингом. Залезать в настройки и крутить все под себя. Во вторую очередь, Homeworld знаменита благодаря своему ворлдбилдингу. Сюжет первой части — это отличная научно-фантастическая история о людях, которые обнаружили, что не являются коренными жителями своей планеты, и сквозь все невзгоды и препоны отправляются на поиски этого самого дома и разбираются в истории. Вторая часть в этом отношении имеет немного спорную репутацию, потому что она кое-какие вещи ретконит и отчасти превращает происходящее в фэнтезийную охоту за какими-то суперценными важными артефактами, но и там история достаточно крепкая и интересная. Триквел же, ну, с одной стороны, неплохо поставлен. По ходу основной сюжетной кампании нам постоянно показывают какие-то приятные кат-сцены, в которых герои не будут взаимодействовать. Они будут сидеть или висеть в воздухе, или еще как-то, ну, короче, статично стоять и просто друг с другом разговаривать. При этом уровень сюжетного конфликта... Ну, у нас есть новая протагонистка-навигатор Imogen, которая отправляется на поиски прошлой героини Карен Сджет. Но по пути она встречает третью женщину-навигатора, которая оказывается антагонисткой. И коренная разница персонажей заключается в том, что Imogen очень сочувствует и сопереживает каждому пилоту каждого потерянного нами корабля, а вот злодейка готова убивать миллиарды ради своей призрачной цели. И она, ну, как бы просто злая злодейка. Из-за чего победа над ней не ощущается достижением ни в нарративном смысле, ни в механическом. Ну и об этом. Homeworld, хоть и была неспешной, почти медитативной космической РТС, но там действовали достаточно любопытные механики. Модули улучшений больших кораблей действительно появлялись на их корпусах, и их можно было атаковать. Действовала система учета бронированности судна с разных углов, что делало засады и обходные маневры вполне валидной и разумной тактикой. Можно было сконцентрировать огонь на какой-нибудь отдельной части судна, например, на двигателе, чтобы обездвижить его и так далее, и так далее. В третьей части ничего этого нет. Корабли, как большие, так и малые, это просто фигурки с полоской ХП. Так что речь идет не о тактике и стратегии, а о том, как побыстрее нафармить ресурсы, построить армию и закликать врага до смерти. Что превращает геймплей в малоосмысленное тыканье на все подряд. Зажатая и суматошная вообще не те характеристики, которые представляешь, когда думаешь о космической РТС. Но именно такое ощущается третья часть Homeworld. И ладно бы такой была только кампания, она здесь реально выглядит как короткое обучение, чтобы показать игроку всех юнитов и научить его нажимать правильные кнопочки, попутно развлекая редкими уникальными миссиями, вроде задания с отстрелом астероидов. Но в скирмише эта суматошность и зажатость только усиливается, потому что карты клаустрофобически мелкие по космическим меркам. Ты стартуешь буквально под носом у твоего противника. И партии заканчиваются за 10-15 минут. И, естественно, это убивает весь интерес к ПВП. Там, где в первых частях были разнообразные тактические приколы вроде ухода в гиперпространство, здесь осталось банальное закликивание врагов, которые висят у тебя под носом. Раз, всего две, и отличаются они преимущественно дизайнами, потому что юниты друг друга дублируют, отличаясь только тонкостями вооружения, что в контексте отмены большей части механик сглаживает практически всю разницу к минимуму. Зато карт по-барски целых 6. 6 карт в ПВП, Карл!
Хоть чуть-чуть игра расцветает в режиме военные игры. Это своего рода рогалик, но завернутый в стратегический лаваш. Вам под управление дается небольшая ударная группа, ей дается небольшая боевая задача, типа сопроводить какой-нибудь конвой, убить конкретную цель или захватить точку, и под неусыпным респавном врагов надо эту задачу выполнить, чтобы потом прыгнуть в следующую миссию, где получить новую разнарядку и дальше, и дальше, и дальше. Режим хорош тем, что он не притворяется чем-то умным. Просто как можно быстрее командуешь коллектором собирать ресурсы, кораблям драться с врагами и захватывать точки контроля, а потом сваливаешь в гиперпространство. А еще тут есть прокачка. Локальная внутри забега, когда можно усиливать некоторые типы юнитов, и глобальная, которая позволяет начинать забег с более мощным отрядом. И, судя по дорожной карте развития игры, поддерживать в дальнейшем планируется только этот режим. Что приводит меня к неутешительному выводу о том, что Homeworld 3 это не РТС с бонусом в виде ПВП и ПВЕ, скирмиша и рогалика вот этого. Это космический стратегический роуглайк, куда в качестве бонуса доложили кампанию и скирмиш. Знаете, что обидно? Мне очень бы хотелось похвалить третью часть Homeworld, даже если бы она была средней игрой, просто потому что это очень самобытная и интересная вселенная, и космических РТС много ли существует? И видно, что проектом занимались неравнодушные люди, потому что иначе с такой детализацией работы маневровых движков на фрегатах никто бы не запаривался. И технические проблемы, которые у игры наличествуют, люди даже с 4090 на борту жалуются на периодические просадки до 15 FPS без видимых на то причин. Со временем это все можно было бы излечить, но тот факт, что и классическая схема управления, и современная одинаково неудобны, что все механики оказуалили практически до уровня детского сада, что из РТС про космос убрали тот самый космос, но это не лечится патчами. И это товарищи. Единственное утешение в этой ситуации состоит в том, что первые две части все еще можно смело рекомендовать, и у них есть, кстати говоря, ремастер. Это до сих пор по-своему уникальные игры с отличной историей, глубокой атмосферой и медитативным, но не примитивным игровым процессом. Что ж, спасибо, что досмотрели видео до конца. Не будьте примитивными и подписывайтесь на наш Бусти, где вот-вот добьется новый тир. И мы снова будем читать злые комментарии. Ну и на YouTube подписывайтесь тоже, чё уж. А у меня на этом на сегодня все. До скорых встреч на Стоп Гейм.